9-й эпизод не выйдет. Да, я знаю, это звучит как удар ниже пояса, но после финала, который не закрыл половину вопросов, после этих странных намеков, пауз, недосказанностей, фанаты уверены, что 7 числа нас ждет секретный эпизод. Но давайте честно, если 9-й эпизод и правда существует, почему же финал выглядит так, будто это не конец? Почему некоторые линии просто обрываются? Почему создатели ведут себя так, словно они что-то скрывают? Сейчас разберемся, где правда, где фанатские надежды, какие теории реально имеют смысл. Вы сейчас скажете, так он уже не вышел, 7 число. Но не забывайте, у нас она выходит по другому времени, а именно 3 часа ночи, по киевскому. Вообще начнем с чего люди взяли, что 9-й эпизод вообще будет. Есть теория, которая называется Conformity Gate. Она заключается в том, что Мэг до сих пор под влиянием Векны, как и зрители. И на это есть куча намеков. Начнем с очевидного. В титрах в финальном эпизоде есть надпись JK95. JK это аббревиатура, обозначающая Just Kidding, что в переводе значит просто шучу. А 95 это 9-й эпизод 5-й сезон. Братья Даффери неоднократно говорили, что вдохновлялись многими сериалами и фильмами. Одним из них было шоу Трумана. Как раз таки с этим также есть совпадение. Если вкратце, главный персонаж находится внутри лжи, симуляции, и ему не давали выйти. Вот есть схожий кадр с Виллом, а также момент, где военные не отпускают Майка, как это делали с Труманом. Также взглянем, во что играл Дерек. Призраки и гоблины. Это игра, где в конце главный злодей не настоящий, и главный герой должен перепройти эту игру снова. Лукас в одном из эпизодов смотрел в камеру и говорил нам, что не верит в совпадение. Кстати, про поиск в Netflix. И типа люди пишут фейк, эндинг и выдают странные дела. Как по мне, это не запрограммировано программой. А то, что люди часто пишут в поиск, и алгоритм это запоминает. Например, вот, если писать какую-то ерунду, то выдает также странные дела. Вообще, программа реально может быть запрограммирована на данный текст и на другие по типу 5 сезона 9 серии. Но вряд ли. Теперь разберем цифру 7. В первой серии выпало 7 на кубике. Через каждые 7 секунд происходил гром. Ровно через 7 секунд Стив упал. Джой сходила с ума 6 дней и встретила Вилла на 7-й. В журнале Нэнси говорилось, что мантии в школе зеленые, но в финале они оранжевые, так как во время учебы Генри они были оранжевыми. Если заговорили о выпускном, то почему Макс выпустилась вместе с ними, если была 2 года в коме? Почему есть пустая табличка? Почему у всей семьи Виллеров одинаковая прическа с Генри? Почему у учеников любимая поза Генри? Почему Стив бейсбольный тренер, хотя любил баскетбол? Почему Нэнси ушла из колледжа? Почему цвет индикатора поменялся? Почему у них в подвале насолка с названием Мистер Вотсет? Почему вообще военные их отпустили, несмотря на какие разрушения они сделали, и скольких людей они убили? Почему Нэнси похожа на мать, Майк на отца и одновременно на Векну? Макс себя повела как Билли, Вилл курит как мать, хотя они говорили все, что не хотят быть как они. Почему перед эпилогом можно было слышать звуки сердца и часов? Вот тайм-код, кому интересно. Почему многие вещи менялись на фоне? Таких вопросов еще реально куча. Если говорить про братьев Дафферов, то на последнем интервью, где их спрашивали про финал, они толком не отвечали. Когда спрашивали, где девушка Дастина, где девушка Робина, где Демогоргони, они говорили: додумывайте сами, мы не знаем, возможно так, возможно сяк. Но четкого ответа никогда не было. Тогда в чем смысл проводить объяснение финала и ничего не объяснять? Теория, что они специально сделали интервью, типа это финал, и на самом деле будет еще одна серия. Ну, как по мне, это реально тупая теория. Велик шанс, что они просто не продумали такие моменты. Потому что вот недавно, например, мне попалось видео с вопросом, и вот я перевел. Что случилось с двумя псами в холодильнике Джойс во 2 сезоне? О боже мой. Да, что случилось, Росс? То же, что и случилось с собакой Байерсов. Потому что была живая собака в 1 сезоне. Это был сложный актер. Но я даже помню то, как мы убили его. И мне кажется, убили даже гроб после замка Байерсов. Поэтому они, наверное, закопали Дема пса возле могилы их пса. Зачем? Зачем им это делать? Не знаю, ну, знаете, это мило в каком-то роде. Да. Немаловажный факт. Еще их аккаунты почти во всех описаниях на разных странах аккаунтов Netflix написано один последний эпизод. Однако люди, это было еще перед выходом 8-го. Также тизер был к тому, что что-то будет 12 числа, но это документалка о съемке финального эпизода, если что. А еще братья Даффери говорили, что они хотят сделать еще сериал по странным делам. И не забывайте, что готовится мультик. Поэтому 7 числа может выйти и просто трейлер. Но также, если на аккаунте под некоторым видео зайти на звук, то можно перейти на аккаунт создателя звука. Это не официальный аккаунт странных дел,
Однако тут берут официальные звуки. Тут только одно единственное видео, и что-то написано азбукой Морзе, что в переводе значит «век нажив». Изначально на аватарке данного аккаунта была цифра 6, но она перевернулась и стала 9. Ну, типа 9-й эпизод. Однако в подписках этого профиля есть странные аккаунты, включая какой-то русский. А это, скорее всего, просто фанаты. Поэтому все, что я говорил про этот аккаунт, может оказаться фейковым. Хотя на это не такой уж и велик шанс. Ну так, почему же 9-й эпизод не выйдет? Название видео ясно дело кликбейтное, но хочу вам всем сказать. Не надо сильно надеяться на выход серии, чтобы сильно разочароваться. Серия может и выйти, но она может оказаться плохой. Короче говоря, 9-я серия может стать как третий сезон Gravity Falls, уже вышедшим Silksong'ом, Half-Life 3 или GTA 6. Но на всякий случай, I believe. Вообще, данный канал создавался для другого жанра видео. Скорее всего, это был бы летсплей. Но на хайпе происходящего, мне кажется, я должен был сделать данный видеоролик. Я бы сказал намного больше информации, однако видео начал делать даже не утром, а днем. А его надо было сделать хотя бы до вечера. Да, сам знаю, что это только небольшая часть теории и подтверждений, но сами уж извините. Я прошел так по основному, и на это мне хватило времени. Если это видео соберет немало просмотров, комментариев, лайков, я сниму еще видео, только уже через пару дней. Это видео будет либо про 9-й эпизод и его разбор, ну, или про то, что все фанаты сгрызут братьев Дафферов. Что ж, всем удачи и хорошего дня.